Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить вам ритуал, который вам будет полезен. Уверена, что многим людям будет полезен, потому что с предательством сталкивался практически каждый человек в своей жизни. Так или иначе. Кто такой предатель? Предатель – это человек, который предает прежде всего себя самого, свои принципы. В этом мире кто-то предает из-за выгоды, кто-то предает из-за обиды, кто-то предает из-за зависти, а кто-то просто предает, потому что у него натура такая. Через некоторое время предавать того, кто в него поверил. Есть люди, которые предают даже после сделанного добра, много лет добра. Бывали случаи, когда друзья, знакомые во времена сталинских репрессий предавали ради дачи, ради получения каких-то, скажем так, привилегий. Например, генеральный прокурор Вишинский, по-моему, предал своего близкого друга, писателя, из-за его дачи. Он был у него в гостях, Андрей Януарович. Его называли Андрей Ягуарович из-за его жестокости, бесчеловечности. И вот он был у него в гостях, и его дача очень понравилась. Он посмотрел по сторонам, сказал, что здесь замечательная природа. И вот предпочел бы здесь отдыхать иногда. Его любезно пригласили в любое время, приходите, отдыхайте на природе. Но ему этого было мало. Так вот, он предал этого человека, отправил под суд, придумал статью на его голову. И когда его расстреляли, он эту дачу присвоил себе. Более того, у этого человека была некая сумма денег в банковском счету. Он написал, что как владелец отныне его имуществом, он претендует еще и на этот банковский счет. И забрал эти деньги себе. Когда эти репрессии закончились, эта дача была все-таки возвращена, потому что его тоже осудили, кстати, Вишинского отравили за ненадобностью. Сначала он стал послом, а потом его убрали. И вот эту дачу вернули его истинным владельцам, поскольку это была собственность, а не взятая у государства. Потомство этого человека была дочь, которую никто не уважал, которая так и умерла, бездетной, незамужней. Естественно, каждого предателя настигает расплата. Но человеку, который это предательство прошел, от этого не легче. Во все времена, во все века у предателей было одно название – презренный. Никто никогда им не верил, не уважал. Их просто использовали. Их могли поддержать на некоторое время, им могли помочь против кого бы то ни было. Но после того, как они свои функции выполнили, их выкидывали за ненадобностью, потому что ни один человек в здравом уме и будучи разумным никогда не будет верить или доверять предателю. Кто предал своего друга, кто предал добро, кто предал и забыл благородный поступок, тот не внушает доверия, недостоин дружбы, помощи и доброты. Так вот, дорогие друзья, испокон веков те, которые открывали перед врагами ворота, получали награду. Наградой было повешение на воротах крепости, которую они сдали. Никогда ни один предатель не был счастлив. Изначально предателю казалось, что его дело правое, что он, скажем так, побеждает того, кого предал.
Но со временем он понимал, что его всего лишь использовали, выкинули. И причем те, которые использовали, тоже ему напоминали о его предательстве. Мол, ты-то своих друзей предал, или ты свою родину уже предал. Но бывают моменты, когда предатели вашей жизни не просто берут у вас и пользуются благами вашими, да? И заметьте, вас предают всегда люди, которым вы сделали очень много добра. Очень много. Именно эти люди вас и предают. Вас не предает на улице человек, который вас не знает. Вас не предает человек, скажем так, который вам оплачивает ваш труд, любой труд. Вас предает тот, кому вы помогли, кого вы поддерживали, кому были искренним, хорошим другом. И стоит где-то как-то, вот, ну, не так ему, как показалось, вы сделали, или не так помогли, или у вас не было возможности помочь в данный момент. И этот человек спокойно перебирается в стан ваших врагов и начинает перечеркивать все, что вы для него сделали. Так предают подруги, так предают друзья, так предают близкие, родные. Так может даже мать предать. Но у каждого предателя участь очень жалкая. Потому что в итоге этот человек оказывается никому не интересен. Вначале его принимают с аплодисментами, поскольку ведь твоя уязвимая сторона – это твой друг, да? Как бы расскажет чего о тебе, узнают там много чего о тебе, того, чего не хотелось бы, чтобы они знали. Ну, на этом исчерпается все, вы этот момент переживете, а он уже свою миссию выполнил и функцию, и он уже не интересен, ведь с него брать уже нечего. И вот тут он понимает, что он остался один. Не нужно ни сюда, ни туда. Принято называть предателей иудами, потому что в истории человечества самое известное предательство, да, предательство поцелуем Иуда предал Христа. Хотя Христос образ собирательный, но все-таки был такой некий раввин, учитель. Может, его окружили слишком много легендами, но он, по сути, как человек, некий раввин такой существовал. И его предали. Что было с ним потом, это отдельный вопрос, это мы не здесь будем обсуждать. Предали за 30 серебряников. Иуда Искариот. Почему 30 серебряников? Потому что тогда было за донос давали 30 серебряников. И давали не только иудеи, всем подряд. Во всей Римской империи 30 серебряников считалось проклятой цифрой, как плата за предательство. Точно так же, как советские граждане писали друг на друга донос для того, чтобы расстреляли врача, профессора, который хорошо жил, который работал, который трудился, да, отправлять его там на эти, туда, в эти лагеря, гулаги. За что? А кто это делал? Алкоголик какой-нибудь пропитанный. Потому что завидовал, потому что видел, что у этого профессора личный водитель. Почему у него должно быть, а у меня советского гражданина нет? Дай-ка я напишу донос, что он шпионит, что он там, я его видел с иностранными агентами. Вот так. Предает человек никчемный. Потому что достойная личность, она даже если обижается на вас, уходит достойно. Уходит, забывает о вас, и вы о нем. Предает всегда недостойная личность. И, как правило, даже если вы об этом человеке забыли и вычеркнули из своей жизни, этот человек судит по себе. Он всегда переживает, а вдруг вы первое скажете о нем и спешит распространять о вас сплетни. Самую грязь. Так вот, дорогие друзья, как бы сделать так, чтобы этот Иуда Искариот ушел от вас подальше? И даже если он распускал сплетни, чтобы эти сплетни не давали того результата, ради чего он их распускает. Чтобы эти сплетни не могли вам навредить.
И тогда этот человек превращается в такую тявкающую шавку, который лает, лает, говорит о вас, там говорит, тут говорит, пытаясь всеми силами, знаете, лезет из кожи вон, чтобы привлечь внимание. Но, как ни странно, его лай, его вот эта всю грязь желанного результата для него не приносит. А есть такие ритуалы отсечь от себя предателя. И так отсечь, чтобы он не просто не смог вам навредить никак, а чтобы через некоторое время он за свое предательство наказался. Отдать его темным силам. По легенде, Иуда повесился на осине. А вообще его убили. Отомстили. Знаете, на самом деле предатели бывали в жизни каждого человека, и самых умных людей, в том числе самых чутких, тех, которых не обманешь, бывали предатели в жизни. Потому что человек сам по себе натура такая, она стремится к дружбе, она стремится к любви, к взаимопониманию. Человеку необходима дружба, человеку необходимо человеческое общение. И иногда он закрывает глаза, иногда закрывает голос сердца, иногда не хочет верить. Но в то же самое время предатели приносят одну большую пользу. Они делают нас сильнее, осторожнее и опытнее. Ну, еще и жестче. Итак, этот ритуал поможет вам отсечь от себя предателя и сделать все для того, чтобы он получил свое наказание, и чтобы все, что бы он ни делал против вас, не давало бы никакого результата. Ему дали 30 серебряников за вас, символических, да, какие-то обещания, что-то, за что-то же он вас предал. Вот вы эти символические 30 серебряников ему возвращаете. То есть вы его лишаете морального права что-либо против вас сделать и отдаете его душу темным силам. И в ближайшее время вы увидите, что с ним случится. Итак, 30 одинаковых монет. Желательно вообще рубли. 30 одинаковых монет в любом мешочке. Пуся. Секунду. Тихо. Завязали. Который был Иуда по счету апостол? 13. Вот мы 13 раз и прочитаем над этим мешочком. Ой, хороший мешок, да? Дать предателю. Даже если этот мешок кто-нибудь потом подберет, не переживайте. Скажу, что в конце делать. Читать нужно 13 раз. Естественно, я прочитаю 1 раз. Начали. У каждого предательства цена 30 серебряных. Ты, кто мое добро получил, забыл так неблагодарно, укусил милосердную руку, обрек сам себя на муку. Бери, предатель, что положено тебе, свои 30 серебряных, и рот закрой, уши заткни, ослепни глазами. Твоя сплетня мне не навредит. Моя сила твою низость победит. Мое благородство твое малодушие одолеет. Так отсекись от меня скорее. 30 серебряных тебе отдаю. Сатане твою продажную душу передаю. Не я тебя накажу, а князь тьмы накажет. Скитайся бездомным псом, прокаженным среди людей, отщепенцем и проклятым, покуда однажды повесишься на осине или сдохнешь в чужбине
утонешь в трясине. Бери, проклятый, за предательство свою плату. И сгинь, накажись, света белого тебе не видеть. Весь мир будет тебя ненавидеть, презренный отступник. Да будет так. Начитали? Берете эти 30 серебряников. Да, желательно, если у вас будет либо обычная свеча восковая. Прошу всяким там умникам советы не раздавать, свечи переворачивать и так далее. Сами перевернитесь, идиоты. Не надо людям раздавать советы от своего имени. Либо обычная свеча восковая, либо темная. Черная или синяя. Ну, можно коричневую в редких случаях. Свеча. Если большая свеча гасится, выносится вместе с ним. Если маленькая, должна догореть, агарок выносите. Вот это выносите, оставляйте возле дерева. Вот прям так вот кидайте вот этот вот мешочек с деньгами и говорите: бери, предатель, свои 30 серебряников и накажись. Не я тебя накажу, а князь тьмы накажет. Да будет так. Отвернулись и ушли. И в скором времени узнаете, что с ним будет случаться. Если он действительно вас предал, если вы действительно имеете моральное право, если вы действительно правы в этом, а не просто вам кажется, то вы сами увидите, что с ним станет. Удачи вам.